Возможно, некоторые из вас задавались вопросом, а что стало с мультиплеером на PlayStation 2? SOCOM, Star Wars, Call of Duty. Понятное дело, что официальный мультиплеер в них давным-давно не работает. Как-то раз мне на ютубе попался трейлер Metal Gear Online, который был добавлен в Metal Gear Solid 3 Subsistence. Выглядело довольно впечатляюще. Становится грустно от того, что те времена прошли и сейчас в него уже нельзя поиграть. Но вы сами понимаете, что людей это не остановит. Энтузиасты создали сервер SaveMGO, который позволяет поиграть в мультиплеер даже в 2021 году. Поначалу, когда я об этом узнал, я обрадовался, но протестировать все это дело у меня руки не доходили. Однако я точно поставил себе цель, что когда-нибудь это сделаю. Ну и вот, держите. Все, что я вам сегодня покажу, я выполнял без диска в программе OPL, которая позволяет запускать игры на PlayStation 2 через флешку. И возможность диска это тоже можно как-то сделать, но я в это не углублялся, поэтому рассказываю то, что точно знаю. Для начала вам, естественно, нужно скачать образ самой игры. Я не уверен, будет ли это работать на оригинальном образе, но на всякий случай я оставлю ссылку на тот, что мне скинули в Discord сервере SaveMGO. Образ обязательно должен быть американского региона. В архиве с самим образом будет папка CHT, в которой хранится файл, необходимый для связи с серверами SaveMGO. Далее вам нужно все это дело записать на флешку, и если вдруг здесь имеются люди, которые не умеют этого делать, то показываю. Форматируйте флешку в файловую систему FAT32. На компьютере создаете папку, где будете хранить все то, что вы перекинете на флешку. И после того, как она была форматирована, все целиком перекидывайте на нее. Не по отдельности, это важно. После того, как все готово, вставляйте флешку в PlayStation 2 и заходите в OPL. Естественно, PlayStation 2 должна быть подключена к интернету. Если вы все сделали правильно, то в разделе USB появится ваша игра, но не спешите ее запускать. Вам нужно активировать тот самый файл CHT. Для этого, выбрав игру, нажмите треугольник и зайдите в Cheat Settings и включите эту опцию. И не забывайте сохранить, конечно. После всего этого запускаем игру. Когда игра запустилась, заходим во вкладку Online Mode, и если у вас не был создан файл с настройками интернета, то вам предложат его создать. Здесь самый важный момент. Выбирайте интернет-устройство, далее ставим Not Required, а в разделе IP-адрес мы остановимся. Если вы поставите Авто, то вы все равно сможете подключаться к серверам SaveMGO, но вы не сможете сами создавать комнату. Вы сможете только подключаться к уже имеющимся. А если хотите создавать, то ставьте мануал. Но тут не все так просто. Для того, чтобы правильно настроить IP-адрес, вам понадобится залезть в настройки вашего роутера. Для того, чтобы это сделать, вам нужно в строку вашего браузера ввести основной IP-адрес. Его можно узнать, если посмотреть сведения вашей сети на компьютере. После того, как вы попали в меню вашего роутера, идем во вкладку «Переадресация» и DMZ. Расположение и название вкладок может отличаться в зависимости от того, какая у вас модель роутера. В моем случае это TP-Link. Ну и собственно адрес узла DMZ это и будет адрес вашей PlayStation 2. Он должен выглядеть так: 192, 168, 0 или 1, в зависимости от того, какой у вас основной IP, и какое-то число. Рекомендуется ставить какие-то большие числа, то есть 100, 200, чтобы они ни с чем не конфликтовали. И после этого включаете DMZ и перезагружаете роутер. Возвращаемся к PlayStation 2.
В поле IP-адрес вводим тот адрес, который вы прописали в DMZ. Netmask зачастую выглядит как 255.255.255.0. И Default Router это тот адрес, который вы вводили, когда заходили в настройки роутера. Далее идет DNS сервер. Сюда нужно вводить вот такие числа. Они указаны на сайте SaveMGO, ну и в описании тоже. И все. Проходит проверка, вводим желаемое имя настроек и можно сохранять. После настройки сети у вас будет доступно две кнопки: First Time и Play Using Detailed Settings. Выбираем второй вариант. Заходим в Network Settings и здесь обязательно нужно выключить пункт Auto Router Setting. Порт можете вписать рандомный, в диапазоне, к примеру, от 5 до 7000. Главное, чтобы он не был похож с тем, что по умолчанию, потому что он может конфликтовать. Если у вас нет аккаунта SaveMGO, а у вас его скорее всего нет, то идете в First Time, и если все настройки сети были верны, то вас поприветствует Metal Gear Online и покажет правила использования. После этого создаете аккаунт, ну и в принципе можно играть. После того, как вы сохранили аккаунт, в последующие разы заходите в игру через Play Using Detailed Settings и выбираете ваш аккаунт из списка.